Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Давайте посмотрим с вами сегодня короткий расклад в 3 вариантах на тему. У вас появятся отношения, если вы начнете начнете делать. Нажимайте в тайминге на первый вариант, второй вариант или третий. И давайте начинать. Итак, вариант номер 1. Всем привет! Выложим всего 4 карты. Всего 4 карты, 4 конкретных руководства к действию, которые помогут вам встретить свою любовь. Что вам нужно сделать, чтобы в вашей жизни наконец появились отношения? Итак, карта номер 1. У вас появятся отношения, если вы начнете стремиться к семье, если вы начнете выбирать только тех людей, с которыми вы чувствуете себя хорошо, комфортно, легко, с которыми у вас есть какие-то общие цели. Вторая карта. У вас появятся отношения, если вы начнете защищать себя, не отдаваться на волю другого человека, а брать ответственность в свои руки. Ответственность имеется в виду за свою жизнь. У вас появятся отношения, если вы начнете давать возможность мужчине ценить себя и женщине в том числе ценить и уважать вас. Если женщина, конкретно здесь в этой карте говорится прежде всего о женщине, у вас появятся отношения, если вы начнете давать возможность мужчине самостоятельно принимать решения, хочет он быть с вами или не хочет. Если вы мужчина, история про то, что у вас появятся отношения только тогда, когда вы научитесь уважать и ценить ту женщину, которая рядом с вами, и делать для нее все, что должен делать мужчина, как рыцарь, как защитник и так далее. Ну и последняя карта для первого варианта. У вас появятся отношения, если вы начнете действительно стремиться к этим отношениям. Что значит стремиться к этим отношениям? Это значит, что брать на себя четкую ответственность за достижение каких-то конкретных целей, касающихся построения отношений и семьи. То есть, если вы будете искать женщину или мужчину, который заинтересован в семье, если вы будете прежде всего не ждать от мужчины или от женщины, что этот человек даст вам все, чего в вашей жизни не хватает, колесница говорит о том, что вам нужно добиваться каких-то определенных результатов самостоятельно. Эти результаты должны сделать вашу жизнь полноценной. Да? То есть не надо ждать, что в вашу жизнь придет мужчина, который притащит с собой, там, не знаю, несметные богатства. Не надо ждать, что в вашу жизнь придет женщина, которая обогреет и будет любить вас как мама. Это совершенно неправильно, не нужно этих вещей ждать, потому что если мы говорим о полноценной семье, о полноценных отношениях, то здесь 2 человека должны быть самодостаточными. То есть здесь главный посыл – стремиться к самодостаточности, не зависеть или не хотеть зависеть от человека, а все концентрировать социальное, проактивное какое-то, рабочее, финансовое, прежде всего на себе применительно к тому, что вот есть я, чего я могу добиться в своей жизни, то и принадлежит мне. А мужчина или женщина в мою жизнь приходит для удовольствия, для счастья, для любви, и уже совместно потом мы можем достигать каких-то успехов. Вот такой ответ у меня был для первого варианта. Всем спасибо и пока-пока. Переходим к варианту номер 2. Красивый аметист. Давайте посмотрим, какие 4 шага вам необходимо предпринять для того, чтобы в вашей жизни появились отношения как можно скорее. Во-первых, сразу выскакивает мир, который говорит о том, что вы должны попрощаться со своим прошлым, поставить точку. Перестать думать о нем, перестать его вспоминать, сконцентрироваться на своем сегодняшнем настоящем. Итак, шаг номер 1. У вас появятся отношения, если вы начнете ставить перед собой конкретные цели, если вы научитесь видеть реальность, если вы не будете жить в мире фантазий, иллюзий, если вы не будете ждать от людей то, что они изначально не готовы вам дать, если вы не будете ставить перед собой какие-то негативные программы,
которые говорят о том, что вот сейчас мы познакомимся, у нас начнется любовь, а потом все равно все закончится расставанием, какой-то проблемой, какой-то болезненностью и так далее. Ну и самое важное, у вас появятся отношения, если вы прямо сейчас начнете учиться жить без отношений и преодолеете какое-то травмирующее прошлое, какую-то историю неприятную, которая связана с обидами и с расставанием. Второй шаг. У вас появятся отношения, если вы начнете, женщинам прежде всего, любить самих себя. Да? То есть если женщина начнет любить сама себя, если она начнет получать удовольствие от своей жизни, от себя, если она начнет ценить то, что у нее есть, то значит, соответственно, притянется и необходимый мужчина. В то же время, если вы мужчина, королева кубков говорит о том, что у вас появятся отношения, если вы начнете ценить только тех женщин, кто действительно искренне относится к вам. Не тех, которые пытаются вами манипулировать, не тех, которые устраивают вам скандалы, конфликты на пустом месте, которые хотят от вас что-то получить, а те, которые просто симпатизируют вам, просто находятся рядом с вами, просто любят вас и так далее. Ну и самый важный момент – у вас появятся отношения только тогда, когда вы действительно начнете хотеть поделиться своей любовью, подарить свою любовь, если вы женщина, или подарить женщине свою любовь, если вы мужчина. Третий шаг. У вас появятся отношения, если вы начнете смотреть вперед, в свое будущее, если вы начнете предпринимать какие-то активные действия, которые касаются прежде всего вашей жизни социальной. Да? То есть если вы будете заниматься работой, если вы будете заниматься карьерой, если вы не будете ставить перед собой никаких препятствий мысленных, а будете стараться видеть, что все-таки в жизни много возможностей разных. Прежде всего история про женщин. Здесь женщина должна вдохновиться собой, своей красотой, своим опытом, своей какой-то вот внутренней картиной жизни. Если речь идет о мужчине, то у вас появятся отношения, если вы начнете позволять женщине делать то, что хочет она, а не то, чего хотите вы. Четвертый шаг. У вас появятся отношения, если вы начнете понимать, что иногда в жизни бывают кризисы, и иногда в вашу жизнь приходят люди, которые должны вас всего лишь чему-то научить, с которым вы всего лишь должны пройти какой-то определенный опыт. И как только этот опыт оказывается полученным, как только какой-то путь кризисный пройден, вы неизбежно расстанетесь и пойдете разными дорогами, потому что вы встретились всего лишь для того, чтобы решить какую-то задачу. Поэтому если вы вдруг расстались с каким-то человеком, не тратьте много времени на переживания, не тратьте много времени и вообще не тратьте время на попытку как-то эти отношения склеить. Потому что если человек принял решение и оставил вас, отпустите его, как говорится, на 4 стороны, да, с Богом, пусть идет с Богом или с богиней, или с кем-нибудь еще. А вы продолжайте строить свою жизнь и ставьте перед собой какие-то большие грандиозные планы. Вот такая вот у нас история во втором варианте. Берегите себя. Пока-пока. Вариант номер 3. Красивый кристалл юного таролога. Давайте посмотрим ваши 4 карты, ваши 4 шага, которые ответят нам на вопрос. У вас появятся отношения, если вы начнете. Что именно вы должны начать, как вы думаете? Итак, вариант, ой, господи, простите, вариант, какой-то шаг же первый, какой же у нас вариант? У вас появятся отношения, если вы начнете хотеть отношений, если вы начнете хотеть жить, если вы начнете двигаться в сторону отношений, начнете чаще бывать в обществе, чаще встречаться, знакомиться с разными людьми, общаться просто. И самое важное, у вас появятся отношения, если вы начнете быть самостоятельным, если вы не будете искать отношений как некий костыль для решения других проблем в своей жизни. Второй момент. У вас появятся отношения, если вы начнете действительно любить свою жизнь, если вы начнете получать удовольствие от того, что у вас сейчас есть, от того, как вы живете, от того, какой вы человек. Если вы замкнете фокус своего внимания прежде всего на создании какого-то комфорта и удобства для себя. То есть, когда мы начинаем любить и ценить свою жизнь, вот той, какой она есть у нас прямо сейчас,
вот тогда в нашей жизни действительно начинают происходить метаморфозы, потому что мы не мечемся в поиске, опять же, повторюсь, костыля в виде человека, который, по нашему мнению, должен заполнить у нас какие-то эмоциональные пустоты, пробелы или какие-то материальные проблемы наши решить. Если мы все эти вещи делаем самостоятельно, то человека, которого мы встречаем для отношений, мы действительно встречаем для любви, удовольствия, наслаждения и чувствуем себя счастливыми. Поэтому здесь очень важный момент в третьем варианте — сконцентрироваться на своей жизни, оцените ее прелесть. Научитесь жить сами с собой прямо сейчас. Полюбите, искренне полюбите свою жизнь. Получайте от нее удовольствие. Больше занимайтесь какими-то делами. Развивайте себя как человек. Верьте в то, что ваша жизнь не так прекрасна сама по себе, независимо от того, есть у вас мужчина или нет у вас мужчины, есть у вас женщина, нет у вас женщины. То есть будьте готовы к тому, что когда в вашу жизнь придет ваш будущий партнер, вы сможете заполнить эту жизнь уже какими-то своими приятными минутами и моментами, да, что человек, который будет с вами состоять в отношениях, не должен будет решать за вас что-то, а должен будет просто быть с вами, любить вас и совместно уже вместе с вами двигаться к каким-то определенным целям и задачам. То есть здесь история, опять же, о чем? Что у вас появятся отношения, когда вы начнете понимать причинно-следственные связи вообще любых ситуаций, касающихся любви, как они связаны с вами, да? Что вы сделали для того, чтобы в вашей жизни были отношения или чтобы они отсутствовали. Ну и самое важное, у вас появятся отношения только тогда, если вы начнете выбирать в том числе в своей жизни людей, которые заинтересованы в создании долгих, долгосрочных, стабильных, хороших, теплых, уважительных отношений, а не каких-то случайных людей, которые могут приходить или появляться в вашей жизни. У вас появятся отношения, если вы начнете любить себя, имеется в виду получать наслаждение от того, какая вы или какой вы. Возможно, здесь, в этой принцессе жезлов, для кого-то большой смысл будет иметь такая фраза «научись любить свое тело». И женщины, и мужчины очень часто сталкиваются с такой ситуацией, когда они внутренне недовольны своей внешностью, да, когда им кажется, что я некрасивая или я некрасивая, или что-то во мне не так. Все в вас так. Люди разные. То есть вы не можете оценивать себя и свою внешность на основе сравнения себя с кем-то, да, потому что элементарно у каждого из нас разное состояние здоровья и разный генетический багаж. То есть, соответственно, из этих вещей складывается уже какая-то история нашей внешности. Поэтому здесь самая важная история еще и не только про активность, не только про вовлеченность и знакомство, но прежде всего история про любовь к самому себе. Да? У меня появятся отношения, если я стану свободным, если я буду получать удовольствие от своей внешности, я не буду стесняться, я буду показывать себя во всей красе. Ну и последний, четвертый шаг. У меня появятся отношения, имеется в виду не у меня они уже есть, у вас. У вас появятся отношения, если вы начнете общаться и встречаться с разными людьми, знакомиться с разными людьми, не имея цели вступить в отношения, а имея цель найти собеседника по интересам, найти человека, с которым вы можете познавать этот мир, узнавать что-то новое. И вот если вы найдете такого человека, который станет для вас таким шикарным собеседником, другом или подругой, то с большой долей вероятности именно с этим человеком вы создадите потом очень хорошую семью и отношения. Потому что ничто так не сближает людей, как общие интересы, как желание узнавать друг друга, общаться друг с другом, делать какие-то определенные шаги. Поэтому общайтесь, встречайтесь, занимайтесь в том числе своей карьерой прежде всего, потому что в этом варианте, в третьем, у меня складывается ощущение, что мужа или жену можно встретить прежде всего в какой-то околопрофессиональной деятельности или прям на той работе, на которой вы работаете. Я вам желаю любви, счастья и всего самого наилучшего. Берегите себя. Пока-пока и до новых встреч.